В первом полугодии 2022 года в мире было продано более 38 миллионов новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Несмотря на то, что этот показатель снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, необходимость в транспортировке машин в разные точки нашей планеты пока не отпала. И вряд ли она исчезнет в ближайшее время. Перевозить авто можно разными способами: по железной дороге, на самолете, на тягачах, оснащенных открытым прицепом. Среди самых популярных и дешевых — транспортировка по воде, например, в контейнере, но большинство новых автомобилей перевозят открытым способом на роллкерах, представляющих собой внушительных размеров судна-автовозы. Об этом удивительном способе морских перевозок мы сегодня и поговорим. Роллкер — судно, позволяющее производить горизонтальную загрузку и разгрузку. Делается это посредством грузовой рампы или аппарели, идущей от борта к причалу. Рампы могут располагаться на бортах, носу или корме. Зачастую используется третий вариант. Кормовые рампы делятся на угловые и прямые. Первая более универсальная за счет того, что дает возможность роллкеру швартоваться и разгружаться у любого причала. Если объяснять максимально просто, чтобы крупный груз попал на обычное судно, нужен кран. В случае с роллкером груз сам заезжает на корабль. Есть несколько вариаций роллкеров или ро-ро-судов, как их еще часто называют. Первое, собственно, чистые автовозы, которые, в свою очередь, подразделяются на два типа. Те, которые перевозят только легковых авто, и те, которые могут взять на борт все типы транспортных средств. Вторая — кон-ро — это гибрид роллкера и контейнеровоза. В данном случае автомобили хранятся на внутренних палубах, а на верхних располагаются грузы в контейнерах. Третье — военные, предназначенные они для перевозки военных грузов, например, танкодесантные корабли. Четвертое — ропакс. Такие судна могут перевозить не только транспорт, но и пассажиров. Технически к ним относятся все паромы, оборудованные палубой для автомобилей, а также местами для путешественников. Такие суда еще часто называют круизными паромами. Пятая вариация — ролло, тоже гибридная, как вторая. Часть грузов, включая колесный, доступна через аппарель, а остальные — с помощью крана. У роллкеров длинная история, которая началась до появления автомобилей. В XIX веке в Великобритании появились паромы для транспортировки железнодорожных вагонов. Идеальную на тот момент конструкцию предложил инженер-строитель Томас Буш. По его проекту сделали паром, оснащенный механизмом вкатывания-выкатывания. Судна изготавливались на заказ. В гаванях, куда они приходили, установили регулируемые рампы для компенсации изменчивых приливов и отливов. Высота конструкции корректировалась при помощи стапельного помоста. Вагоны грузили и выгружали посредством стационарных паровых машин. Железнодорожно-паромное сообщение стало настоящей палочкой-выручалочкой во время Первой мировой войны. Оружие и военная техника оперативно доставлялись из Великобритании во Францию через Ла-Манш. При этом удавалось сэкономить колоссальное количество человека-часов. Уже во Вторую мировую появились суда, предназначенные специально для переброски танков, бронетранспортеров и прочей важной для войны техники. Первым таким кораблем стал HMS Boxer, спроектированный по грубому эскизу самого Черчилля и поступивший на вооружение в 1941 году. Более крупную его версию, способную совершать переходы не только через Ла-Манш и Средиземное море, но и через Атлантику, разработали совместно специалисты из Великобритании и США.
Их творениями заинтересовалось несколько предпринимателей, увидевших здесь коммерческий потенциал. Самый важный из них — подполковник Фрэнк Бастард, который руководил Атлантической пароходной компанией. В 1946 году британское правительство передало ей в аренду 3 судна. Первый коммерческий рейс одной из них совершила 64 автомобилями на борту. Вскоре открылись регулярные маршруты, которые связали Великобританию и Ирландию с материковой Европой. В 1953 году в порту Дувра заработали 2 причала для роллкеров. Если до этого порт покидал около 10 тысяч автомобилей в год, то всего через год их количество увеличилось до 100 тысяч. В 1970-80-х роллкерный флот начал быстро развиваться, так как компании оценили его очевидные преимущества. Сейчас суда роллкера — это настоящие гиганты. Крупнейшие из них могут перевозить тысячи автомобилей. Например, автовозы класса New Horizon норвежской судоходной компании Hyokoto Liners. Всего было построено 6 таких судов, и они являются крупнейшими чистыми автовозами, которые ходят по морям. Разберем эту серию на примере New Horizon Hyok Trapper, сошедшего с верфи в Китае в 2016 году. Это 200-метровое судно обладает палубной площадью 71 400 квадратных метров, что сравнимо с 10 футбольными полями. И это неудивительно, так как имеется 14 грузовых палуб, 5 из которых являются подъемными. Кажется невероятным, но судно может вместить до 8500 легковых автомобилей. По сути, это огромный плавающий многоуровневый гараж. Доступ к палубам осуществляется через подъемную систему внутренних пандусов, позволяющие эффективно использовать грузовое пространство. Доступ на судно осуществляется через кормовую аппарель шириной 12 метров и грузоподъемностью 375 тонн. При этом проем имеет высоту 6,5 метров, что без труда позволяет перевозить крупные транспортные средства. Так, распространенные седельные тягачи, как правило, не более 4 метра в высоту. Также есть боковая аппарель грузоподъемностью 22 тонны. Конструкция и спецификация судна разработаны для повышения эффективности и снижения воздействия на окружающую среду. Благодаря оптимизации формы корпуса Hyok Trapper выбрасывает в 2 раза меньше СО2 на перевозимую единицу по сравнению с обычными судами-автоперевозчиками. Суда серии New Horizon — это настоящие звезды в мире роллкеров и ежегодно перевозят сотни тысяч автомобилей по всему миру. Неоспоримым преимуществом роллкеров считается возможность загрузки без использования специализированной техники, то есть груз заезжает сам с помощью водителя. Также есть возможность поставить любой негабаритный груз на прицеп и завезти на судно, в отличие от контейнерных перевозок, где есть стандартные размеры контейнеров. Погрузка транспорта осуществляется в определенном порядке и в определенные зоны, в зависимости от вида транспортного средства и порта назначения. После того, как погрузка закончена, все колесные грузы крепятся к палубе транспортировочными ремнями до прибытия в пункт назначения. И это очень важный момент, так как перемещение груза было одной из основных причин морских происшествий с участием роллкеров. Коммерческие ро-ро суда всегда были успешными благодаря своей гибкости, интеграции и скорости работы. Но, несмотря на свой коммерческий успех, они всегда подвергались критике. Так, современные суда-роллкеры легко узнать снаружи по высоким бортам и отсутствию иллюминаторов. Большая площадь поверхности стен представляет собой проблему при сильном ветре. Более серьезная проблема возникает из-за больших грузовых проемов в корпусе, которые создают потенциальные риски негерметичности судна. В таких случаях возможные отверстия в корпусе и отсутствие поперечных переборок на грузовых палубах
могут допускать большие проникновения воды, при этом свободно перемещающаяся вода несет за собой критическое изменение устойчивости. Ну а уж о плохо закрепленном грузе и говорить не приходится. Одна из последних крупных аварий с участием роллкеров произошла в первой половине 2022 года. Автовоз Felicity Ace, шедший из Германии в США, затонул 1 марта около Азорских островов. Причина столь печальной кончины — пожар, возникший в грузовом отсеке еще 16 февраля. Его пытались тушить, но ситуация осложнялась тем, что некоторые машины на борту судна были оборудованы литий-ионными аккумуляторами, которые могут гореть в безвоздушной среде. В итоге весь экипаж в количестве 22 человек удалось спасти, а 4000 авто общей стоимостью более $400 миллионов пошли ко дну. Причем среди них были Lamborghini, Porsche и Bentley, сделанные по индивидуальному заказу. Но, несмотря на подобные аварии, рынок роллкеров продолжает развиваться. Можно предположить, что и дальше компании будут искать способы увеличения вместимости судов, разрабатывая новые модели или прокачивая старые. Но стоит помнить, что этот тип судов более сложен как в конструкции, так и в эксплуатации. Поэтому любая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. На этом все. Обязательно поделитесь видео, если вам было интересно. До скорого!